Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я», и сегодня мы поговорим на очень важную тему. Как произвести максимально выгодное впечатление на человека, с которым вы только начинаете общаться. Иногда бывают такие ситуации, когда вы идете на первое свидание, или вы просто встретились с человеком, познакомились в какой-то обстановке, я не знаю, были где-то на какой-то тусовке, сходили на какое-то мероприятие, там был интересный человек, вы познакомились, и вы хотите произвести на него впечатление. Или наоборот, вы идете строго по делу, но вы в первый раз видите этого человека, и вам нужно произвести хорошее впечатление, потому что вы в корне заинтересованы в том, чтобы впечатление было о вас очень хорошее, чтобы человек был расположен к продолжению общения с вами. Это такой очень важный момент, потому что когда не знаешь, как себя подать, пытаешься себя подать с разных сторон. И когда ты опираешься на авось, результат всегда непредсказуем. Тот секрет, с которым я сейчас поделюсь с вами, он будет работать всегда, в любой ситуации, потому что это чистая психология, детка. Это как раз и зависит от того, вернее, влияет на то, чтобы впечатление в любом случае было неизменно хорошим. На что вы можете повлиять? Да, вы можете повлиять на то, как вы себя ведете, как вы реагируете на какие-то ситуации, на то, насколько вы эмоциональны на подъеме или наоборот на таком состоянии будете общаться с человеком. Но очень важно, для того, чтобы впечатление от общения с вами, независимо от обстоятельств, в которых вы оказались, осталось прекрасным, вам нужно быть, слушайте внимательно, чуть больше эмоциональным, чем человек, который сидит или стоит напротив вас. То есть, чем ваш визави. Вот такая вот интересная хитрость. То есть, если вы имеете дело с человеком, который прагматичен, у которого все, практиш, квадратиш, гуд, то вы должны быть вот так вот, чуть-чуть более мягче, практиш, квадратиш, гуд. Но ни в коем случае не вот такая веселая, замечательная женщина, потому что он шарахнется от вас и будет убегать. Но если вы встречаетесь, представьте себе, если вы повстречались вот таким вот человеком, куда вы еще должны быть веселее. А вот представьте себе, сможете ли вы выдержать постоянное комфортное общение, когда вы еще веселее. Потому что как только вы будете либо сильно, либо повышать, либо сильно понижать градус вашего эмоционального состояния, разрыв вот этот, человек будет испытывать дискомфорт. Я специально показала вам сейчас в этом видео, насколько это выглядит, потому что кто-то из вас, может быть, сейчас смотрел меня, такую вот замечательную, спокойную женщину вначале и шарахнулся от монитора компьютера или от экрана своего телефона, в зависимости от того, где вы смотрите это видео, потому что поменялась моя эмоциональная окраска. И вот точно так же на вас реагируют люди. И поэтому, если вам нужно произвести впечатление на человека, вам не нужно для этого, ну да, конечно, вы должны быть, знать, о чем с ним поговорить, если вы хотите эти отношения развивать, но даже чтобы оставить просто хорошее послевкусие, после общения. Даже если вы будете просто сидеть и улыбаться, или просто поддакивать, или еще чего-нибудь делать, в одном из видео я расскажу, что нужно для того, чтобы ваше общение было вообще прекрасным, и люди сами хотели продолжать общаться. В одном из следующих видео я обязательно об этом расскажу. Но если вы хотите, чтобы после общения с вами, даже очень короткого, осталось приятное послевкусие и желание продолжить это общение, вот воспользуйтесь моим советом. Вы должны быть чуть более эмоциональны, чем человек, который стоит, сидит напротив вас. И тогда вам будет легко достигнуть взаимопонимания, потому что вот этот вот повышающийся, чуть-чуть повышающийся градус эмоциональности как раз и делает вот то ощущение, что настроение после вас остается слегка приподнятым, не задранным, не ошарашенным, не убитым, не забитым вниз, потому что вы стояли такая скучная и грустная и ждали, пока вас кто-то развлечет. Нет, оно вот такое, на полградуса, на градус выше, чем было у вашего собеседника. И тогда человеку хорошо, он понимает, что он на вас
обратите внимание, он понимает, что он на вас произвел благоприятное впечатление, потому что очень часто мы о том, произвели ли мы впечатление на другого человека или не произвели, воспринимаем по его реакции на нас, потому как он с нами общается. Да, вот так мы устроены. Мы это думаем, что вот нам транслируют сразу то, чего мы заслужили. О том, что мы получаем, вернее, что нам транслируют, я вам тоже расскажу, чтобы вы не переживали по поводу того, что, как вас воспринимают. Чуть-чуть попозже в следующих видео. Смотрите, какая штука. Но если вы даете вот этот запас, чуть-чуть больше эмоций, человеку есть, вот ему легко к вам подтянуться по эмоциям. Даже если он там совсем в просаде, если он в горе, если он в депрессии, а вы чуть-чуть выше, потому что если человек находится особенно вот в эмоциях горя, в депрессии, в смятении, в переживании потери или еще в каком-то вот таком минусовом настроении, и вы пришли к нему все такие позитивные, да вы просто нафиг разнесете ему мир. Но если вы будете чуть-чуть выше по градусу, чем его настроение, и если вы присоединитесь вот к этому настроению, ему будет легче к вам подняться. И даже если он находился в глубокой депрессии, он будет понимать, что ему с вами комфортно. Вы учли его состояние, у него больше доверия к вам будет. Ему будет хотеться еще раз с вами пообщаться. Вот такой вот секрет. А на первых свиданиях, когда вы не знаете, с кем вы встретитесь, когда вы не понимаете, как произвести, вернее, чего ждать от мужчины, но вам хочется, допустим, он для вас важен, и вы давно ждали этого свидания, и вам хочется, чтобы ваше свидание было замечательным, вы можете произвести это впечатление очень легко, находясь на чуть-чуть выше его по эмоциям. И тогда он будет понимать, что эта женщина приятная в общении, женщина, с которой хочется еще раз встретиться, женщина, которая умеет себя подать, женщина, которая располагает к себе. И вообще с ней интересно продолжить пообщаться. Она точно из себя что-то представляет. Она точно будет в потенциале для меня интересно. Или я произвел на нее позитивное впечатление, значит, я ей интересен, и нам есть о чем поговорить, потому что и он себе там найдет кучу аргументов для продолжения вашего общения. Вот такой вот легкий, совершенно простой пример будет работать на вас. Еще раз напоминаю, на чуть-чуть выше, активнее своего собеседника по эмоциям. И успех вам гарантирован. С вами была Алла Касаткина, проект «Ладная я». В комментариях жду ваших впечатлений. Поделитесь своими историями, может быть, у вас были неудачные встречи, и я вам что-то подскажу, или наоборот, вы уже проэкспериментировали и хотите мне написать обратную связь, как у вас это получилось, я за вас порадуюсь и подскажу, как можно еще улучшить ситуацию. Жду ваших комментариев. С вами была Алла Касаткина, проект «Ладная я», и до встречи в следующих видео. Пока-пока, мои ласточки.